Приветствую вас на канале Техревизор. Собрал в один большой рейтинг все процессоры Intel, которые хорошо будет поставить в сборку в 2024 году. Специально взял 10 процессоров, чтобы вы подметили хотя бы парочку вариантов, подходящих под ваши задачи. Постарался угодить всем. В рейтинге есть мощные модели для игровых и рабочих ПК, от которых требуется максимум производительности, лайтовые процы для офисных и домашних ПК, которые должны давать стабильную работу и быть недорогими. Чтобы вам было легче выбрать процессор под свой бюджет, разбил топ-10 на 3 категории по ценам – до 15 тысяч рублей, до 30 и до 60 тысяч. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начнем с моделей с ценником до 15 тысяч рублей. Все начинается с Intel Core i3-10100F. Самый доступный проц в бюджетном сегменте. Если ищете хотя бы что-то более-менее адекватное и актуальное при минимальном бюджете, лучше посмотреть в сторону этого возрастного i3, чем какого-нибудь Xeon или Pentium. i3 как раз то, что нужно на случай воткнуть и забыть на несколько лет. Устанавливается он в сокет LGA1200. Как и процессор, сокет не особо дорогой. После него уже идет два новых поколения. Ну, если брать в расчет 1851. Но тем не менее, списывать 1200 еще ой как рано, поэтому за актуальность можете не переживать. На борту у этого i3 4 ядра и 8 потоков. Согласен, для 2024 года звучит вообще несерьезно, но процессор стоит 5000, чего от него ожидать? Другое дело, что ядра неплохие сами по себе. Базово работают на частоте 3,6 ГГц. Если напрягать проц по максимуму, частота повышается до 4,3 ГГц. При этом процессору нужно всего 65 Вт мощности для работы, поэтому никакого особенного блока питания или системы охлаждения не нужно. Самого простого кулера хватит с головой. Приведу пример производительности проца в цифрах. i3-10100F вместе с видеокартой, которая не ограничивает его, дает возможность играть в большую часть игр на Full HD разрешении в 50, 60, 70 кадров. Речь идет о Mafia Remastered, Horizon Zero Dawn, Far Cry Primal, Tom Clancy. В рабочих программах для рендеринга я не стану проводить результаты теста. Просто знайте, этого i3 недостаточно ни для монтажа, ни для моделирования, графики или проектирования. Вот для базовых работ в браузере и Microsoft Office, пожалуйста, но не более. На третье место я поставил недорогой шестиядерник Intel Core i5-11400F. Для тех, кому 4 ядра ну никак не хочется. По большему счету, этот процессор работает эффективнее только за счет как раз количества этих ядер. Поэтому, если нужен проц под многоядерную загрузку, то, конечно, из бюджетного лучше посмотреть на i5-11400F. 6 ядер и 12 потоков работают на частоте от 2,6 до 4,4 ГГц. Как видите, предельная частота почти не отличается, но зато в этот процессор поставили больше кэш-памяти на все 3 уровня. И даже такой мелочи достаточно, чтобы дать больше FPS, чем может прошлый i3. То есть даже не обязательно обновлять платформу, которая что на 10, что на 11 поколении построена на транзисторе размером 14 нанометров и сокете LGA1200. Если говорить о конкретной разнице в цифрах между этим и прошлым процессором, то здесь в играх мы получаем такой результат. Тяжеленный Cyberpunk идет в 76 FPS, Mafia в среднем в 100 FPS, Watch Dogs около 85, а GTA 5 вообще все 150. Все игры в Full HD разрешении плюс-минус на средних высоких настройках графики. Поэтому в связке с правильной видеокартой и памятью получается уверенный минимум для требовательных игр. Конечно, в примере не самые современные представители типа Хогвартса или Человека-паука, но хотя бы какой-то ориентир задается. Поэтому даже эти два дополнительных ядра играют роль в эффективности. Хоть и не скажу, что сильно изменилась ситуация для требовательных программ по типу блендера, фотошопа, монтажерок и так далее. Но приятно, что при большей производительности на том же уровне остался ТДП в 65 Вт. Поэтому обойдется без заморочек с охлаждением. Вторая строчка за Intel Core i3-12100F. По сравнению с прошлыми двумя, 12-е поколение — это не просто рефреш. Например, устанавливается i3-12100F уже в другой сокет LGA1700.
Поэтому тут уже нужно подбирать другую материнку. Сам процессор на обновленной 10-нанометровой базе. И кто бы что ни говорил, а результаты тестов доказывают, что эти нанометры играют какую-то роль. Плюс процессор поддерживает работу с памятью DDR5 поколения и PCIe 5.0. Больше пропускной способности и больше эффективности равно больше производительности. Поэтому те же 4 ядра и 8 потоков у 12100F это уже совсем другие 4 ядра и 8 потоков, чем у 10100F. Базовая частота тут 3,3 Гц. Переплатить за такие показатели уж точно стоит, если говорить о сборке ПК на долгую перспективу. Не забыли поработать и над потреблением энергии. При увеличенных мощностях i3 12100F нагревается до меньших температур, чем 10100, да и потребляет в районе 60 Вт. Поэтому и тут, кроме простого кулера, ничего не нужно. Теперь по тестам. Если говорить об играх, то выше, чем Full HD, не поднимется. Настройки графики еще можно подкрутить до высоких, но разрешение оставляем. Итого в Battlefield 5 и Civilization 6 получается в среднем 200 FPS, в Киберпанке 120, Far Cry 130, RDR 2 115, CSGO все 450. Думаю, этого достаточно, чтобы понять, что с этим процессором вполне уверенно можно покупать монитор на 144 Гц. В тестах в бенчмарках по типу Cinebench, V-Ray, Blender и Corona процессор себя особо не показал. Все висит на последних местах среди конкурентов, поэтому для профессиональных рабочих задач его лучше не рассматривать. Если уж с чего-то начинать, то хотя бы с Intel Core i5-12400F. 6 ядер все-таки куда бодрее будут смотреться, тем более в новом поколении. Основная база та же, поддержка PCIe 5.0 и памяти DDR5. Низкое тепловыделение и потребление энергии на уровне 65 Вт. В пике, конечно, можно увидеть и все 110, но при обычных нагрузках процессор не греется и мозги не делает с охлаждением. Он также построен на техпроцессе 10 нанометров и имеет обновленные 6 ядер с 12 потоками. В базе они работают на 2,5 ГГц, в бусте 4,4. Но у i5 решает увеличенная кэш-память. Да и в целом процессор гораздо лучше отрабатывает в задачах, где важна многоядерная производительность, чем прошлый i3 похвастаться и не мог. Так его смело могут рассматривать контент-мейкеры и специалисты, которые работают в тяжелых программах. Само собой, если говорить о бюджетном решении начального уровня. Для реальных спецов, которые сильно нагружают ПК своими проектами, конечно, нужен камень посерьезнее. Но для стартового бюджетного набора на следующие несколько лет этот i5-12400F очень даже хорош. Тем более вместе с новым поколением оперативы на повышенных частотах, с хорошей видеокартой и, возможно, даже с легким разгоном. Конечно, индекс F на конце говорит только о том, что в процессоре нет видеоряда, но если почитать правильные форумы, обратиться к правильным ребятам, то около 5 ГГц выжимаются только в путь. Ну а если вы ничего в этом не понимаете, то вообще забудьте все, что я только что сказал. А так, в тестах Premiere Pro, Lightroom Classic, Blender и всех подобных бенчмарков именно i5-12400F обходит своих конкурентов. Тот же Ryzen 5 5600, не говоря уж о прошлых поколениях Intel. Собственно, почему и занимает первое место как самый производительный процессор до 15 тысяч рублей. Теперь можем перейти в сегмент подороже. Рассмотрим 3 модели стоимостью до 30 тысяч рублей. Открывает этот сегмент Core i5-13400. Да, недалеко ушли от прошлого 12400, но это только на первый взгляд. Из новенького у нас тут 4 дополнительных энергоэффективных ядра. Многие их считают урезанными, якобы никакого толка в себе не несут. Но мы смотрим на тесты и видим, что не такие уж они и бестолковые. В общей сумме все-таки 10 ядер способны хотя бы немного, но на большее, чем 6. Да и потоков тут 16, не говоря уже о повышенной тактовой частоте в турбобусте. В базе тут также 2,5, а в бусте 4,6 ГГц. Плюс к ним повышенная кэш-память на каждом уровне. И получается, что как раз из всех мелочей и складывается разница в производительности, за которую мы платим. Хотя, казалось бы, 12400 и 13400, что от них можно ожидать? Неужели стоит переплаты? А нет, стоит. При этом 13400 остается на том же сокете, строится на той же 10-нанометровой базе и практически никак не отличается по нагреву и потреблению энергии. Конечно, если вы хотите слегка подразогнать процессор и постоянно сидеть на разогретом 120-ваттнике, то уж придется потратиться и на нормальное охлаждение. А так, базово, кроме хорошего кулька, тут больше ничего и не нужно.
Ну и по цифрам. В 3D Mark 13400 набирает на 14% больше баллов, чем 12400. Аналогично и в Geekbench. При этом Passmark показывает прирост в 27%. В играх же тоже можно поувереннее запускать новинки в 2К. Конечно, где-то придется идти на компромиссы с настройками, да и больше стабильных 60 кадров не выйдет, но при желании такая возможность есть. Наконец-то мы дошли до 7-й серии Intel Core i7-12700KF. Как современный и не совсем дорогой процессор на фоне собратьев из 13 и 14 поколения. Тут нас сразу встречает целых 12 ядер, естественно с оговоркой, что 4 из них энергоэффективные. Базовая тактовая частота 3,6 ГГц, в бусте целых 5. Но важно взглянуть на индекс KF на конце. Тут мы понимаем, что проц не имеет встроенной графики, но можно легко разогнать имеющиеся мощности. Так, покопавшись в BIOS, включив специальный режим, процессор сам поднимает предельную частоту до 5,3 ГГц. То есть это получается совсем другой уровень на фоне прошлого 12-го поколения, что i5, что i7. А если конкретно заняться оверлокингом, можно получить еще больше производительности. И это сразу помещает i7-12700KF в гонку с конкурентами классом выше. Например, тем же Ryzen 9 5900X и даже i9-12900K. Не говоря уже о какой-нибудь 7-й Рязани 5800X. Так что потенциал у процессора хорош даже для сборки 2024 года. Другое дело, что тут при таких нагрузках процессору понадобится реально хорошее охлаждение. Базовое ТДП примерно 125 Вт. И если не выжимать из проца все соки, можно будет обойтись хорошим воздушным охлаждением. Но если хочется больше, то будьте добры раскошелиться на водяночку, чтобы как-то упорядочить бешеные 210 Вт. В остальном процессор устанавливается в тот же сокет LGA 1700, поддерживает работу с последним поколением оперативной памяти и PCIe. И по этим причинам его можно уверенно рассматривать для сборки среднего уровня как для игр, так и для профессиональной работы с графикой, монтажом и рендером. Единственный реальный конкурент прошлого i7 в бюджете до 30 тысяч рублей – Intel Core i5-13600K. Разница в цене между ними буквально 15%, но если есть желание собрать сборку именно на новой, более современной архитектуре при схожей производительности, то этот i5 – ваш выбор. Сравнивать с прошлым 12-м поколением даже как-то неправильно. Плюс у него сразу 8 энергоэффективных ядер, это помимо 6 производительных. Да и кэш-памяти тут насыпали больше. Финалит это дело поддержка оперативной памяти DDR5 на повышенной частоте. Поэтому этому i5 скорее с i7 тягаться или с каким-нибудь раскочегаренным Ryzen 7 7700X. Базовая тактовая частота его ядер 3,5 ГГц, в бусте 5,1. И тут опять смотрим на концовку и видим дополнительные возможности подразогнать процессор до больших значений. Отсюда мы получаем одно из главных преимуществ этого i5 – потребление мощности. 13600K при сильных нагрузках способен выйти на уровень 160 Вт. Конечно, при огромном желании его можно вывести и на 180, но большинство пользователей такую цифру никогда не увидят, так как просто не смогут так нагрузить процессор. Из этого понимаем, что вполне уверенно можно обойтись без водяного охлаждения. Просто ставим какой-нибудь Noctua или Dark Rock и вообще не заморачиваемся по поводу температур. Кстати, если есть сложность с выбором охлаждения для процессора, советую глянуть мой рейтинг кулеров. Там я подробно рассказал, какой кулер куда подойдет. Вся великая мощь Intel кроется в последней категории процессоров стоимостью до 60 тысяч рублей. Тут у нас около флагманские и флагманские модели. На третьем месте Intel Core i7-13700KF. Этот процессор отдает свой максимум с помощью 16 ядер и 24 потоков. Половина из них производительные, половина энергоэффективные. Тактовая частота в базе составляет 3,4 ГГц, в турбобусте выдает максимум 5,4. И уже на 16 ядрах это звучит довольно мощно. А если это все дело еще и подразогнать немного, тогда получится реально мощный камень для самых разных тяжелых задач, требующих серьезной производительности в многопоточном режиме работы. Ну и кэш-память сыграла свою роль в производительности, уж ее вообще не пожалели. Именно поэтому и максимальная ТДП процессора находится на уровне 253 Вт. Все это дело нужно обязательно питать и охлаждать только качественными комплектующими. Про водянки не забывайте, это супер важно для таких раскаленных камней.
Если говорить о его способностях в цифрах, то по сравнению с i5-13600KF из прошлой подборки, в пасмарке при многоядерной нагрузке этот 13700K набрал на 23% баллов больше. Geekbench 5 показал прирост в 15% в мультикоре. Говоря об играх, в среднем 270 FPS в Tomb Raider при Full HD разрешении на ультранастройках графики. В игре Far Cry 6 этот показатель достиг 250 FPS, а в Киберпанке и вовсе 160. И это только сток, без разгона и без наворотов. Поэтому можно уверенно запускать в 2К и 144 Гц множество новинок. Это же касается и рабочих программ. В рендеринге и проектировании процессор тоже показывает себя лучше конкурентов. Поэтому 13700KF для работы то, что нужно. Рейтинг 2024 года никак не мог обойтись без процессора последнего 14-го поколения. Во всем топе он получается один. Как по мне, 14-е поколение получилось не настолько эпатажным, чтобы делать на нем особый акцент и переплачивать. Но именно Intel Core i7-14700KF показался мне самым более-менее достойным процом. Остальные же оставьте на случай, если есть задача просто купить лучший процессор в сборку с нуля, и неважно за какую сумму. Из плюсов 14700K не изменился сокет. Устанавливается он в LGA 1700 и не создает дополнительных проблем по выбору новой материнской платы. Далее 4 дополнительных кастрированных ядра. Хоть их многие недооценивают, Intel постарался исправить ситуацию и ввели новую технологию APO, которая балансирует производительность энергоэффективных и производительных ядер. Итого в сумме получается целых 20 ядер. Тактовая частота производительных доходит до значения в целых 5,6 ГГц. В стоке, без разгона и всего такого. Но тут в игру вступает ТДП. В самых жестких тестах ТДП может подняться больше, чем на 300 Вт. Страшно представить, чем это охлаждать. Но на деле же 99% пользователей даже при максимальных нагрузках более 253 не получат. Поэтому ограничиваемся хорошей водянкой, продуваемым корпусом и качественными винтами для рециркуляции. Но что по итогу? Дает ли 14700KF какой-то ощутимый прирост производительности в сравнении с 13700? Сразу скажу, только в рабочих программах. Прирост составляет примерно 10%. В играх же и вовсе парочка. Поэтому на апгрейд 14700 точно не рекомендую. Но для сборки с нуля при большом бюджете для рабочих задач почему бы и нет. Ну а первое место само собой занимает Intel Core i9-13900K. Максимум при ограниченном бюджете для рабочих задач и гейминга на ультрах. Что-то интереснее него даже предложить трудно. С выходом нового сокета 1851 и обновленной 15-й линейки, конечно, можно рассчитывать на приличный апгрейд. Но даже не хочется думать, сколько все это будет стоить. Поэтому рассмотрим то, что имеем на данный момент. На борту 13900K целых 24 ядра и 32 потока. 8 производительных и 16 энергоэффективных. В стоке работают они на частоте в диапазоне от 3 до 5,8 ГГц. Покупать такой процессор, не разобравшись, уж точно не стоит. Ведь хорошо загрузить 24 ядра — это еще нужно постараться. Поэтому перед покупкой нужно реально посидеть, подумать, прикинуть и убедиться, что такая мощность не будет избыточной для ваших задач. Среди своих конкурентов от AMD, например, Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 5950X, в играх Core i9-13900K справляется гораздо лучше. Если говорить о гейминге в 4К, то Intel не так уж и далеко, но все-таки вырывается вперед на считанные проценты. Хотя серьезный разрыв сильно заметен уже при разрешении Full HD, но я думаю, с таким камнем это вас мало заинтересует. Тем не менее, в тестах, во всяких бенчмарках и приложениях этот i9 обошел всех. Рендеринг в Blender, V-Ray, Premiere Pro, обработка в Photoshop, Lightroom, архивация, компиляция, шифрование и вот это вот все забрал i9-13900K. Где-то с более заметным, где-то с менее заметным отрывом, но вышел вперед. И это без разгона. Но также напомню и про ТДП в 253 Вт. Поэтому рассчитывайте на такую цифру при выборе охлаждения. Главное с этим не прогадать, а все остальное проц сделает за вас. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала TechRevizor.